Привет, армия. Тэкук, наш парень и товарищ по тренировкам, недавно подарил нам новый, нашумевший видеоблог в блоге Чингука. С самого начала было радостно наблюдать за их совместными тренировками. Тэкук был поистине привлекателен, полон энергии, сексуален и силен, от них невозможно было отвести взгляд. Эти мускулы, эта связь, это отношения идеально воплощали то, что значит быть парой, которая движется в одном ритме. Даже во время обычной тренировки они не могли скрыть, как сильно любят друг друга. И именно это делало их еще более особенными. Любовь пронизывала каждое их движение, каждый жест, каждый взгляд, которым они обменивались. То, как Чингук смотрел на Тэхёна, разрывало сердце. Для этого не требовались слова, взгляд, полный нежности, восхищения и страсти. А когда Тэхён нежно гладил Чингука по голове или клал руку ему на плечо, казалось, мир на мгновение останавливался. Эти моменты передавали целый океан чувств. Я плакала, просто представляя, как сильно они любили друг друга. Потому что это была не любовь, показанная на камеру, а любовь, которая вырвалась наружу непреднамеренно. Карма Тэкука пришла так быстро, и этот видеоблог – тому подтверждение. Эти моменты настолько особенны именно потому, что мы не смотрим контент, созданный, смонтированный или разработанный третьей стороной. То, что мы видим, настоящее и подлинное. Тэхён и Чингук снимали свой собственный контент без какого-либо вмешательства персонала. Никто не направлял их на каждом этапе или не говорил им, как себя вести, здесь нет внешнего сценария. Просто два человека были самими собой и делились своими делами, как если бы они были в реальной жизни, и эта деталь делает все особенным. Она позволяет нам чувствовать себя свидетелями уникального, интимного и глубоко искреннего момента. Ничто не сравнится с тем, что происходит здесь, по сравнению с таким проектом, как Are You Sure?, где каждый шаг находится под наблюдением, под присмотром и в окружении многочисленных членов команды. В таких постановках есть красота, но есть и барьер, неизбежное расстояние имеет значение. Однако в этом видеоблоге мы видим, как Тэхён снимает мимолетные мгновения Чингука, а Чингук берет камеру, чтобы запечатлеть Тэхёна во время практики. Этот простой акт смены ролей между снимающим и снимаемым становится метафорой настоящей любви – отдавать и получать, быть вместе и всегда быть рядом. Это не отшлифованное видео или спланированный монтаж, это любовь без прикрас, любовь без взглядов съемочной группы, любовь, где существуют только Тэхён и Чингук, и они понимают друг друга на своем тайном языке, это чистая любовь, отраженная в улыбках, в жестах связи, в общем молчании и в вере в то, что они всегда будут рядом, и, возможно. В этом и заключается истинная магия этого видеоблога. Он показывает нам, что для самой настоящей любви не нужна грандиозная сцена, ведь достаточно двух взглядов друг на друга, чтобы весь мир сдался. Тэхён активен на Уиверс и был очень любезен, отвечая на некоторые комментарии, но что самое удивительное, так это то, что он снова решил ответить Тикукрс. Можете ли вы представить себе значение этого жеста? Это не простая деталь или совпадение, это еще одно подтверждение особых отношений, которые они всегда разделяли. Каждый раз, когда это происходит, это не только трогает нас, но и напоминает нам об очевидном. Тэхён и Чингук – два человека, которые постоянно демонстрируют свою любовь, единство, которое сияет в каждом взаимодействии и служит молчаливым, но убедительным доказательством перед лицом тех, кто пытается отрицать то, что мы все видим. Самое интересное, что пока мы, Тикукрс, празднуем эти знаки, Джикукрс снова обманываются собственными абсурдными фантазиями, раз за разом реальность противоречит им. Тикук каждым жестом доказывает, что их любовь – не иллюзия, а сильная, искренняя любовь, которая всегда присутствует в их умах и сердцах, и именно в этой силе и заключается их воздействие. Когда кто-то пытается бросить вызов Тэкуку, они только выставляют себя на показ, потому что не знают, с кем столкнулись и насколько серьезна проблема. И как будто этого было мало, Джин еще и ответил Тагукеру. Эта деталь еще больше подогрела волнение среди тех из нас, кто внимательно следил за каждым его шагом, потому что мы все знаем, что произошло дальше. Джикукеры тут же начали фабриковать слухи, искажения и оправдания, чтобы не принимать правду. Некоторые говорили, что Джин не знал, на что он отвечает. Другие даже говорили, что Тэхён использовал аккаунт Джина. Теорий было много, но в конечном итоге все они терпели крах, потому что за попытками запутать то, что мы снова и снова видим, это Тэхён и Чингук вместе, непоколебимые и влюбленные.
Эта любовь, которую больше невозможно скрыть, становится все очевиднее с каждым днем. Каждый взгляд, каждый жест и каждое совпадение укрепляют веру в то, что их отношения продолжают расти и становятся все более реальными. Разве не невозможно отрицать что-то настолько подлинное, хотя мы знаем, что такое поведение приводит в ярость ненавистников Тэхёна? В конце концов, независимо от того, насколько они злые или сколько теорий они создают, правда всегда сияет ярче, настоящее и будущее показывают нам, что Тэхён и Чингук продолжат идти рука об руку, уча нас, что их любовь превосходит слухи и беспочвенные аргументы. Мы видим это, мы чувствуем это, и мы празднуем это. Каждый шаг, который они делают вместе, подтверждает, что это не просто мимолетное мгновение, а глубокая связь, которой суждено длиться вечно. И хотя некоторым может быть трудно это принять, правда в том, что это мир Тэхёна, и мы все в нем живем. Один из самых сильных аспектов отношений Тэхёна и Чингука — это то, как они общаются без слов. Не просто взгляды или поверхностные жесты, а молчаливая связь, которая, кажется, говорит громче слов. Когда они вместе, их язык тела становится невидимым мостом, соединяющим то, что они чувствуют, и это понимание друг друга кажется настолько естественным, что, несмотря на тысячи глаз, наблюдающих за ними, они чувствуют себя в своем собственном пространстве, где существуют только они вдвоем. Разве не удивительно, как в мире, полном отвлекающих факторов, им удалось создать некую сферу, где им нужен только друг друг для самовыражения? Некоторые считают, что все происходящее между ними — часть фан-сервиса или тщательно поставленного спектакля перед камерами. Однако тот, кто внимательно наблюдает, может отличить задуманное от настоящего. Фан-сервис обычно представляет собой мимолетный акт, призванный развлечь, но то, что происходит между Тэхёном и Чингуком, выходит за рамки притворства. Их взгляды задерживаются на секунду дольше, чем ожидалось, их жесты не кажутся наигранными, а в маленьких прикосновениях, которыми они обмениваются, заключена естественность, которую невозможно подделать. Могло бы выступление, длящееся годами, сохраняться с таким постоянством, если бы за ним не стояло ничего другого? Яркий пример этих отношений — общение Тэхёна на Уиверс. Однажды он был очень активен, отвечая на различные комментарии дружелюбно. Но что действительно удивительно, так это то, что он снова решил ответить напрямую Тэгукерам. Эта деталь, которая может показаться некоторым незначительной, имеет огромное значение для тех, кто внимательно следил за их историей. Совпадение ли это? Абсолютно нет. Напротив, это жест, который в очередной раз подтверждает, что существует особая связь, которую невозможно скрыть. Каждый ответ Тэхёна этой части фандома ощущается как знак признания, напоминание о том, что в том, как он и Чингук представляют себя миру, есть что-то настоящее. Каждый раз, когда происходит что-то подобное, реакция — это не просто мимолетный энтузиазм, а коллективное подтверждение того, что было всегда. Тэхён и Чингук излучают неослабевающую привязанность, соучастие, которое выходит за рамки сцены. Зрители не только чувствуют это, но и воспринимают это как уверенность, которая обновляется с каждым жестом. Самое захватывающее в этой связи — не отдельные жесты, а все в целом. На первый взгляд, эти моменты могут показаться спонтанными, почти обыденными, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается невидимая структура, эмоциональная рутина, которая повторяется снова и снова. Тхэкуки знают это не совпадение, а скорее интимные привычки, которые сигнализируют о близости. Чингук тянется к Тэхёну, как будто это естественно. Тэхён ищет Чингука в толпе взглядом, эти двое ищут способы сблизиться, даже когда ситуация того не требует. Это небольшие повторения, которые складываются в узор, безмолвная хореография, известная только им. Именно эта последовательность делает их отношения не просто игрой, а чем-то глубоким и настоящим, потому что то, что рождается из привычки и естественности, трудно подделать, и, в конце концов, самое показательное — это не какой-то конкретный момент, а череда сцен, которые, повторяясь, рисуют картину близости двух людей, которым, кажется, суждено быть вместе вечно. Даже если за ними наблюдает весь мир.